Как мы обычно представляем себе злодея? Киномир услужливо предлагает нам готовый образ. Громкий голос, эффектные жесты, харизма, охрана, темный кабинет, карта мира на стене. Такой персонаж обязательно произносит монологи, смотрит прямо в камеру и ясно дает понять, вот он источник зла. Впрочем, потом хорошие все равно побеждают, получив предварительно некритическое ранение. История возвращает нас к реальным монстрам. Первым на ум приходит, наверное, Гитлер с такими уже немного шаблонными образами. Как он заводит толпу на каком-нибудь митинге, вскидывая руку в направлении солнца, или орет над картой в окружении генералов где-нибудь в бункере. Тут хорошие тоже победили. Правда, ранение от этой победы легким не назовешь. Это я все к тому, что, как правило, нам кажется понятным, кто хороший, кто плохой, где проходит грань между добром и злом. И уж мы-то с вами точно не ошибемся в постановке диагноза. Но я вас уверяю, чудовищем может оказаться ваш приветливый пожилой сосед. Или умнейший преподаватель, который читает вашему ребенку увлекательную лекцию. Да просто вежливый незнакомец на улице. Впрочем, правильные силы и тут не дремлют, расставляя верные жизненные приоритеты. Всем привет, меня зовут Алексей, вы на канале, посвященном истории израильской разведки. Наша команда является одним из подразделений компании официального поставщика Министерства обороны Израиля. И сегодня мы поговорим о том, как становятся массовыми убийцами, о том, какой путь проходит и в каких условиях живут душегубы, а главное, кто и как ставит точку в их жизни. Сегодня мы начинаем своеобразную энциклопедию ликвидаций. Том 1. В любом дворе есть такой ребенок, тихий, собранный, с отверткой в руках. Остальные играют в мяч, договариваются кто за кого, спорят, шумят. А он сидит рядом со старым радиоприемником, который взрослые уже давно списали, и терпеливо пытается его разобрать или собрать обратно. Про таких обычно говорят, вырастет, будет инженером или ученым, ну или хотя бы мастером по телевизорам. Яхья Абдаль-Латиф Аяш был как раз таким ребенком. Возможно, он и правда вырос бы хорошим мастером и до сих пор бы сидел в какой-нибудь лавке старьевщика, принимая ненужные вещи, а по вечерам гулял бы с внуками. Только на этапы его жизни влияли не мирные институты и компании, а несколько иной набор обстоятельств, вырваться из которых уже невозможно. Лагеря, подпольные структуры, вооруженные движения. Вместо дипломов и фотографий на доске почета «Лучший работник месяца» плакаты с его портретом в роли шахида. Ну и главная премия, к которой он целенаправленно шел всю жизнь. Приговор в виде целевой ликвидации. Ну давайте по порядку. Яхья родился 6 марта 1966 года в деревне Рафат. Это типичная палестинская глубинка западного берега. Еще до войны 1967 года и последующих кардинальных изменений региона. Никаких асфальтированных трасс и инфраструктурных проектов. Одна основная дорога, больше похожа на утоптанную пыльную полосу, по которой ходят пешком, ездят на ослах и редких грузовиках. Ночью она почти не освещается. Несколько ламп, работающих нестабильно, и свет из окон низких каменных домов. Застройка довольно плотная, маленькие дворы, где держат кур, коз или овец. Внутри минимум удобств. Вода по расписанию, электричество есть не везде и работает с перебоями. Радио – главный источник новостей о внешнем мире. Газеты доходят нерегулярно, телевидение для большинства семей остается роскошью. Жизнь деревни тесно завязана на таких скрепах, как семья, религия, ну и земля. Мужчины работают в сельском хозяйстве или выезжают на заработки в соседние города. Женщины ведут хозяйство и воспитывают детей. Для мальчиков перспективы ограничены. Либо продолжать крестьянский уклад, либо, если повезет, получить религиозное или техническое образование. В этой среде любая склонность к учебе, хорошая память или интерес к технике сразу выделяют ребенка на общем фоне, как возможный шанс выбраться за пределы деревенской рутины. И вот и Яхья такой золотой ребенок. Успешно развивается сразу по двум ключевым направлениям. Для небогатой семьи это шанс. Мальчик рано идет учить Коран. Быстро выясняется, что память у него выдающаяся. Страницу прочитал и сразу запомнил.
Педагоги в исламском фонде обращают на это внимание. Ребенка замечают, награждают. Родителям есть чем гордиться. Сын не просто растет, а подает надежды. Параллельно с духовными Яхья прокачивает и технические навыки. Все, что гудело, светилось или жужжало, рано или поздно оказывалось у него на столе. Старые радиоприемники, телевизоры, магнитофоны. Сначала их приносили на всякий случай, вдруг получится. А потом уже целенаправленно. Яхья, посмотри, может, оживишь. Иногда он действительно что-то спасал, иногда окончательно добивал. Но сам процесс создания и разборки цепей его увлекал. Если бы регион был спокойнее, можно было бы представить его лет через 20 в роли инженера где-нибудь в Рамале. Рабочий стол, схема, суета вокруг оборудования, обычные жалобы на поставщиков деталей. Но мир вокруг был другим. И среди тех, кто приносил Яхье радиоприемники и следил за его успехами, все чаще стали появляться люди, которые говорили о борьбе за освобождение и рассматривали его технические способности не как старт хорошей карьеры, а как ресурс для создания террористической инфраструктуры. Яхья растет, развивается. В 1985 году поступает в Берзейский университет. Это не просто высшее учебное заведение, а важный центр палестинской интеллектуальной и политической жизни. С одной стороны образование, с другой пространство, где сталкиваются разные идеологические течения. Факультет электротехника, теория цепей, схемотехника, электроника. Все идет по стандартному для одаренного студента сценарию. Закончит, станет инженером. Параллельно в его окружении все плотнее входят структуры братьев-мусульман и местное крыло, которое станет известно как Хамас. Яхья не лидер митингов и не оратор, по характеру спокойный, дисциплинированный, без лишней экспрессии. Но люди, которые формируют кадровый резерв, видят в нем удачное для них сочетание – религиозность, организованность, технический склад ума, хорошее образование. К 1991 году он получает диплом бакалавра наук в области электротехники. В нормальной жизни это этап, после которого начинается поиск работы. В его случае работа нашлась быстро. Боевое крыло Хамас, бригады Изз-Адин Аль-Кассам. По карьерной лестнице он буквально взлетает и уже с 1992 года руководит этим крылом. Перед ним ставят задачу любой ценой срывать мирные переговоры с Израилем. Не допустить реализации соглашений в Осло. Это секретные соглашения между Израилем и Организацией освобождения Палестины об урегулировании конфликта. А любой ценой, в понимании Яхьи, это в прямом смысле. Любой ценой. Именно он стал одним из инициаторов использования террористов-смертников. А учитывая его навыки, образование, именно он снабжал их смертоносной амуницией. В качестве основной взрывчатки он выбирает татар. Трипероксид ацетона. Вот его формула, надеюсь, вам не пригодится. Плюс необходимые добавки, про них рассказывать не будем. Химики знают эту смесь как крайне нестабильное вещество, чувствительное к температуре, удару, трению. Это не заводская тротиловая шашка, про которую известно, как она себя поведет. Это опасный и непредсказуемый материал, с которым в нормальных условиях работают в лаборатории, с защитой и строгими процедурами. Аяз же готовит такие составы в обычных квартирах, на кухнях и учит молодых боевиков обращаться с этим веществом. Риск невероятный, взрыв может произойти от простой искры. Из-за опасности производства трипероксид ацетона даже получил прозвище «мать сатаны». В общем, жутко опасная штука. Но для подполья вещь доступная. А это основной критерий. Первое крупное дело с участием подающего надежды начальника террористов заканчивается провалом. Осенью 1992 года автомобиль с 12 килограммами самодельной взрывчатки начинает движение в районе Рамадгана. План прост – доехать до цели и устроить крупный теракт. Машину перехватывают, после погони и проверки багажника становится ясно, что задержали не просто гражданский автомобиль. 3 пассажиров задерживают, на допросах впервые всплывает имя Аяш. Но сам практик-теоретик к этому моменту уже уходит в глубокое подполье. Меняет квартиры, контакты, телефоны, формально как будто исчезает.
по факту готовится к следующему этапу. В декабре 1992 года Израиль депортирует 415 активистов Хамас в Южный Ливан. Официальная цель – наказание. Но, к сожалению, достигнута и еще одна цель, которую, конечно, власти перед собой не ставили. Высылка преступников приводит к тому, что значительная группа людей оказывается в среде, где есть доступ к опыту Хизбаллы, иранских инструкторов и более организованным моделям подпольной работы. Там этих людей учат собирать уже, скажем так, полупрофессиональные устройства, работать со смертниками, строить инфраструктуру и уходить от разведки. В результате международного давления часть этих людей после курсов профессиональной переподготовки возвращаются в Израиль. И это уже не уличные активисты, а настоящие кадровые террористы. Аяш, благодаря врожденным талантам, успешно впитывает знания и возвращается одним из наиболее квалифицированных специалистов по взрывчатке и механизмам взрывных устройств. В апреле 1993 года по Израилю бьет первый смертник, где уже читается технический почерк новой школы. Автомобиль, начиненный самодельной взрывчаткой и усиленный газовыми баллонами, взрывается у перекрестка Михола рядом с двумя автобусами. Погибают террорист и его брат. Несколько человек получают ранения. С точки зрения статистики, это не крупнейший теракт. С точки зрения внутренней кухни Хамас, своего рода экзамен, который сдан на отлично. А также подтверждение того, что новая тактика работает. А дальше, знаете, вот как в кино, когда на перемотке, или так тезисно показывают строительство успешной карьеры. Усердие, знание, творческая жилка – все работает на благо героя. Чем не self-made man? Если бы только не кровавый след и горы трупов за спиной. Именно в этот период Яхья и получит прозвище «инженер». Он не только делает устройства, он выстраивает систему. Сеть квартир, мест для сборки, маршрутов, людей, которых он обучает. Он сам собирает пояса, сам устанавливает заряд в автомобилях, сам инструктирует смертников, куда идти и как вести себя. Одновременно растит учеников, передает им знания, старается сделать так, чтобы технология не была привязана только к нему. Настоящий гуру смерти. В палестинской среде вокруг него формируется культ. Прозвище Аль-Мухандис, инженер, становится символом. О нем складывают истории, его изображают на плакатах. Для Израиля он превращается в одну из приоритетных фигур в досье. В сводках регулярно проходит информация, что с ним, где он, жив ли, продолжает ли работать. Пока он на свободе, риск новых атак сохраняется. Жизнь, когда за тобой постоянно охотятся спецслужбы, нормальной не назовешь точно. Это непрерывные переходы с места на место, временное жилье, смена телефонов и людей вокруг. Вряд ли все это благотворно сказывается на психике. В какой-то момент в Хамас формируется целый отдел, который занимается исключительно яхья-логистикой. Перевозят, прячут, обеспечивают всем необходимым, создают ему рабочие условия, вплоть до химической лаборатории и инструментов в очередной квартире. Пока он живет в подполье на западном берегу, уровень такого оборонительного поведения максимальный. Ситуация меняется, когда в 1994 году Ясер Арафат приезжает в Газу по линии соглашений в Осло. Там создается палестинская администрация, пункт безопасности, новая символика мирного процесса. Лидерам Хамас и других группировок выделяют охрану от палестинской полиции. Формально эти люди – представители власти, фактически вооруженные головорезы, задача которых – защищать тех, кого Израиль хотел бы фотографировать в тюремной рове. Для Аяша это означает иной уровень безопасности. Он переезжает в Газу и оказывается под двойной крышей – организации и новой администрации, которая не стремится взаимодействовать с израильтянами по вопросам задержания людей вроде него. Для человека, который долгие годы жил как крот в норе, это первое относительное послабление. Что-то вроде разрешения на прогулку после карцера. Он по-прежнему конспирируется, но фоновое ощущение угрозы ослабевает. Именно такие периоды расслабления чаще всего и становятся окном возможностей для тех, кто его разыскивает.
середине 90-х в Израиле накопилась усталость от терактов, связанных с его именем. Общественное давление растет. Политическое руководство ориентировано на устранение инженера из террористического уравнения. Обсуждаются варианты: авиаудары, рейды, арест. Но городская застройка Газы, плотное население и политические ограничения делают силовые сценарии крайне рискованными. Каждая ошибка чревата десятками жертв и международным резонансом. Выбор падает на решение, типичное для переходной эпохи разведки. Сочетание агентурной работы и точечных технологических решений. Задача устранить только его, без широкомасштабной операции. Чтобы добраться до монстра, нужно найти слабое звено из ближнего окружения. В цепочке людей, так или иначе имеющих отношение к дому, где он скрывается, находят подходящего посредника – Камиля Хамада, строительного подрядчика, уважаемого человека, дядю хозяина жилья, которого зовут Усама. Подробности его вербовки неизвестны. Вероятно, сочетание финансовых стимулов и обещаний новой жизни за рубежом. В какой-то момент он соглашается. Через него в дом попадает предмет, который станет поворотным механизмом операции «мобильный телефон». Не дешевая модель, а современная по тем временам трубка с откидной крышкой. В середине 90-х такой аппарат в Газе воспринимался как признак успеха. Искомый телефон весит немногим больше обычного, порядка 350 граммов. В это нелицензированное пространство встроено около 15 граммов высокоэффективной взрывчатки на основе гексогена с компактной схемой детонации. Не трипероксид ацетона. При этом телефон полностью работоспособен, звонит, принимает вызовы, открывается и выглядит стандартно. Сам Камиль, вероятно, убежден, что внутри прослушивающее устройство. Вариант, при котором телефон рассчитан на точечный подрыв владельца, в голову ему мог и не приходить. Поскольку такая роскошь, как сотовый телефон, тогда была доступна далеко не каждому, подарок от доброго дядюшки Камиля Усама принимает с благодарностью. Так телефон оказывается ближе к цели. Человек – раб привычки. Отец Яхьи каждое утро звонил сыну, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. В тот день стационарный телефон в квартире, где ночует инженер, не работает. Удивительное совпадение. Но отцу был также известен и номер мобильного телефона хозяина дома, Усамы, друга детства сына, у которого тот теперь и скрывался. Услышав знакомый голос, Усама протянул товарищу свой новенький гаджет. «Тебе звонит отец». «Здравствуй, папа. Как твое здоровье?» Выходя из комнаты, чтобы не мешать разговору отца и сына, Усама краем глаза заметил, как друг плотнее прижимает трубку к уху. Израильская сторона, давно отслеживающая этот круг контактов, слушает линию. Голос Аяша опознается мгновенно. Ранее записанный, тщательно изученный тембр, ритм речи, характерные особенности. Когда сомнений не остается, подается команда на дистанционную детонацию. По одной из версий через сеть оператора, по другой через внешний передатчик. В момент, когда Яхья говорит с отцом по мобильному, заряд внутри корпуса срабатывает. Взрыв в помещении – это краткий хлопок, вспышка, осколки, кровь и резкий запах продуктов горения. Взрывчатке все равно против кого работать. Даже против того, кто бахвалился, что его могут убить как угодно, но только не таким способом. Яхья уверял, что буквально чувствует запах взрывчатки. Для Газа ликвидация становится шоком. Похороны превращаются в массовое мероприятие. Ясер Арафат называет его святым мучеником. Город заполняется плакатами. В штабах Хамас атмосфера иная. Люди, которые считали инженера почти неуязвимым, видят, что даже при двойной защите и статусе ключевой фигуры он остается достижимой целью для тех, кто системно занимается разведкой и ликвидациями. В Израиле осознают, что ликвидация не решает проблему терроризма полностью, но убирает человека, который был незаменимым специалистом и наставником. История Аяша – это история эпохи, когда основная угроза исходила от людей, превращавших быт, бытовую технику, простые и доступные химические реактивы в оружие. Решением по устранению этой угрозы стала комбинация агентурной работы и точечной интеллектуальной ликвидации с использованием устройства связи, символа той эпохи. Но параллельно с инженером существовали другие фигуры.
не инженеры, а стратеги. Люди, которые годами строили инфраструктуру террора, управляя не одной группой смертников, а целыми организациями. Для них уже было недостаточно телефона с зарядом. Следующий пример Абу-Джихад показывает, как спецслужбы умело используют и другой формат – сложные многоступенчатые операции с участием флота, спецназа и детальной подготовки. Если Аяш – это пример подпольного инженера, работающего с химией и проводами, то Абу-Джихад – фигура другого масштаба. Это не человек, который собирает бомбу на кухне. Это человек, который годами отвечает за тех, кто эти бомбы понесет, где они окажутся и какими будут последствия. Он не был религиозным фанатиком. Его больше характеризует холодный, системный подход к насилию как к инструменту политического давления. Именно поэтому его ликвидация требовала не одного телефона, а целой морской группировки и тщательно спланированной наземной операции. После войны за независимость Израиля арабские жители оказались в разных ситуациях. Одни остались и приняли новый статус. Другие ушли, надеясь вернуться с мечом. Третьих выселили как людей, активно поддерживавших боевиков. Семья Аль-Вазир попала в последнюю категорию. Отец был пекарем, но, как известно, не хлебом единым. Участие семьи в социальной жизни не ограничивалось одной только сдобой. В доме скрывали боевиков, помогали им. В какой-то момент новая власть дала понять, что такая деятельность несовместима с жизнью в государстве. Семью выселили в лагерь беженцев Эль-Бурейдж в Газе. Лагерь беженцев – это место, которое формально считается временным, но в реальности там можно жить десятилетиями. Дети растут там с ощущением, что их жизнь – следствие исторической несправедливости, которую необходимо исправить силой. В одной из таких семей рос мальчик Халиль, будущий Абу-Джихад. Он получил возможность учиться сначала в школах при ООН, затем в Александрийском университете в Египте. Там он не только изучал академические предметы, но и проходил военную подготовку, шаг за шагом отходя от гражданской траектории в сторону вооруженной борьбы. Он вступил в ряды ассоциации «Братья-мусульмане». От одной только эмблемы так и веет радушием и миролюбием. Попал в тюрьму, где вместо того, чтобы просто отбывать срок, изучал иврит, читал сионистских идеологов, анализировал, как устроено мышление противника. Уже на этом этапе его интересовала не роль рядового бойца, а позиция человека, который понимает структуру конфликта. После очередного ареста его высылают. Сначала в Саудовскую Аравию, где он работает преподавателем. В местной палестинской диаспоре занятия и встречи превращаются в политические дискуссии. Затем в Кувейт, один из центров палестинской общины в то время. Там, в среде палестинской диаспоры, он знакомится с Ясером Арафатом, будущим лидером палестинского национального движения. В этот период он входит в узкий круг основателей движения «Фатх», подпольной организации, ставившей целью вооруженную борьбу против Израиля. Позднее именно эти люди создадут ключевые политические и военные структуры, на базе которых в 1964 году будет сформирована Организация освобождения Палестины, ООП, признанная впоследствии главным представительным органом палестинцев. Дальше следуют страны, каждая из которых играет роль учебной площадки. Алжир – опыт борьбы за независимость. Китай – доктрина народной войны. Северный Вьетнам и КНДР – стратегии асимметричного противостояния. Абу-Джихад накапливает опыт, контактирует с различными партнерами, изучает подходы к партизанской войне и террористической тактике. Внутри ФАТХ и ООП он становится фигурой, отвечающей за направление вооруженной борьбы. Это человек, который анализирует, какие цели могут вызывать наибольший политический эффект, каким образом атаки влияют на внутреннюю ситуацию в Израиле и в арабском мире. Он рассматривает террор не как хаотичное насилие, а как средство системного давления. Цель – создать устойчивое ощущение угрозы, при котором каждый гражданин Израиля должен учитывать возможность атаки в повседневной жизни. Для принятия таких решений необходим комплексный подход. Информация, анализ, понимание реакции общества и элит. Именно в этом он был силен, и именно это делало его опасным.
Долгое время в израильских спецслужбах и политических кругах существовал негласный подход. Ликвидации лидеров такого уровня нужно избегать, чтобы не провоцировать неконтролируемую эскалацию и смену руководства на еще более радикальное. На Абу-Джихада вели многолетнее наблюдение, но прямых попыток устранения не предпринимали. Все изменилось 7 марта 1988 года. Утром служебный автобус выехал по привычному маршруту на юге Израиля. Он вез сотрудников ядерного исследовательского центра в Димоне, в основном женщин, по пустынной дороге Негева. Это была рутинная поездка. Один и тот же автобус, все друг друга знают, впереди обычный рабочий день. На трассе автобус останавливают вооруженные люди, связанные с Организацией освобождения Палестины. Пассажиров берут в заложники. Всего 11 человек, 10 женщин и 1 мужчина. Террористы угрожают оружием и взрывчаткой. Салон автобуса превращается в огромную мину замедленного действия. Захват растягивается на бесконечные часы ожидания, проведенные в страхе. Все это время люди находятся под постоянной угрозой. Любое резкое движение, любой неверный взгляд могут закончиться гибелью. Террористы казнят 2 человек. На место прибывают израильские силы безопасности. Переговоры не дают результата. Принимается решение о штурме. Операция по освобождению заложников проводит антитеррористическое подразделение Ямам. Штурм в предложенных условиях чрезвычайно сложный и опасный. В итоге в ходе операции 1 заложник погибает, несколько человек получают ранения. Все террористы ликвидированы. Позднее этот теракт получит неофициальное название «Автобус матерей». Дело в том, что этот рейс отправлялся позже остальных. Он специально был запущен для работающих матерей, которые с утра были заняты детьми. К ним присоединился только 1 сотрудник, мужчина, Виктор Рам, который потерял жену из-за смертельного заболевания примерно за 6 месяцев до этого и заботился о 3 детях. В израильской памяти это событие осталось не как эпизод большой политики, а как трагическое напоминание о том, насколько уязвима повседневная жизнь перед лицом террора. О том, как одно обычное утро может навсегда изменить судьбы людей, которые просто ехали на работу. Именно после этого теракта руководство Израиля приходит к выводу, что атаки, координируемые Абу-Джихадом, больше повториться не должны. Было принято решение о его ликвидации как о военной необходимости. Что известно к этому моменту? Вы же помните, что информацию по крупицам собирали много лет. В досье израильских спецслужб есть данные о его месте жительства в Тунисе. Известно, как выглядит вилла, состав семьи, кто занимается охраной, точный распорядок дня, маршруты, сеть контактов. Часть этих данных поступала через агентуру в окружении, часть через технические средства. Известно, что израильская сторона дважды предотвращала попытки других группировок убить его, чисто пауки в банке, чтобы сохранить возможность провести операцию самостоятельно и в контролируемых условиях. На территории Израиля создается точная копия виллы Абу-Джихада. Планировка, лестница, расположение дверей, даже элементы обстановки. Спецназу это дает возможность довести действие до автоматизма. Бойцы повторяют сценарий десятки раз. Подход к дому, вскрытие двери, нейтрализация охраны, движение к спальне. Это отражает подход эпохи, комбинация точной информации, физического моделирования и выучки. Ночь на 13 апреля 1988 года. Из Хайфы выходит соединение кораблей. Несколько судов и подводная лодка. Целая флотилия. На одном судне медицинский блок с операционной и командой врачей-резервистов, участвовавших в репетициях. На другом штаб управления операцией. На третьем площадка для вертолетов, которые должны быть подняты только при форс-мажоре. Они выстраивают маршрут таким образом, чтобы оказаться достаточно близко к берегам Туниса, но оставаться вне стандартных зон обнаружения. После сближения с побережьем в воду заходят водолазы. Их задача проверить участок берега, оценить наличие возможных свидетелей и подготовить точку для высадки основной группы. Когда они подтверждают готовность, на резиновых лодках к берегу подходят бойцы морского спецназа и разведки Генштаба.
На берегу их ждут заранее подготовленные машины, арендованные несколькими днями ранее минивэны и легковой автомобиль, якобы для туристов. Группа делится на сегменты. Кто отвечает за периметр, вход, подвал, спальню. Сама вилла находится в приличном районе столицы. Дом окружен каменной оградой. По виду спокойное, защищенное место. Возле дома в машине спит телохранитель. К нему подходит переодетый боец спецназа. Почему-то он выглядит как женщина с платком и коробкой конфет в руках. Ну, как по мне, немножко странный выбор образа, но в любом случае, а может быть и благодаря этой нелепости, угрожающим персонаж не воспринимается. Телохранитель просыпается, поднимает взгляд, из-под коробки показывается пистолет с глушителем, один выстрел и пост охраны у ворот больше не функционирует. Собака, находящаяся во дворе, реагирует на шум и движение. Лай – это риск. Ее быстро выводят из уравнения. Это решение, которое принимается не с эмоциональной точки зрения, а исходя из задачи не допустить тревоги раньше времени. Входная дверь виллы усиленная, но для группы, тренировавшейся на ее копии, это вопрос техники и нескольких секунд. Часть бойцов сразу уходит в подвал, где, по данным разведки, находится вооруженный охранник. Он тоже не успевает среагировать. В другом помещении обнаруживают вооруженного садовника, который, по сути, является еще одним элементом охраны. Он также нейтрализуется. По наблюдениям, незадолго до операции свет в кабинете и спальне погас. Хозяин закончил работу и лег спать. Солдаты поднимаются по лестнице, которую уже знают наизусть по тренировкам. Дверь спальни открывается. Внутри человек, который многие годы координировал вооруженную борьбу, отдавал приказы, приводившие к гибели людей по обе стороны конфликта. Патронов не жалеют. В теле Абу-Джихада позже насчитают порядка 70 пулевых ранений. Это не демонстрация жестокости, а страховка. Участники операции не планировали оставлять ему шанс на выживание. Жена и дети, находившиеся в доме, остаются живы. К ним физической силы не применяется. Это принципиальное ограничение. Целью был террорист-наставник, а не его семья. С момента первого действия у машины до выхода последнего бойца из виллы проходит около 5 минут. Обратный путь по той же схеме. Машины, берег, катера, корабли. Утром суда уже находятся на обратном пути, а в медблоке никого не нужно оперировать. Потерь среди исполнителей нет. На следующий день информационные службы сообщают наперебой: один из ключевых лидеров палестинского движения ликвидирован в Тунисе. Тунисские власти шокированы. На их территории в столице провели сложную операцию и бесследно ушли. Стартует полемика мирового масштаба. Можно ли было так поступать? К чему это приведет? Какие будут последствия? Для тех, кто участвовал в подготовке, смысл операции понятен. Это устранение человека, много лет организовывавшего акции против гражданского населения и военных целей, и перешедшего определенную черту. По сути, это пример того, как в конце 1980-х годов выглядела максимальная концентрация возможностей спецслужб. Агентура, моделирование, морская группировка, спецназ. Если сопоставить истории Аяша и Абу-Джихада, видно, как меняется характер угроз и инструменты противодействия. Аяш – инженер-подпольщик, который работает на уровне конкретных устройств. Абу-Джихад – стратег, управляющий сетью операций. Против первого используют точечное и технологическое решение в сфере связи. Против второго – комплексную операцию, задействуют флот и спецназ. Но к началу 21 века конфигурация угроз снова меняется. На первый план выходят люди, чьи знания лежат уже не в плоскости самодельных бомб и не в организации рейдов, а в области высоких технологий – энергетики, электроники, беспилотных систем. Они могут жить далеко от зоны конфликта, работать в университетах, публиковаться в научных журналах и одновременно быть вовлеченными в военные разработки. Следующая история о Фаде Аль-Бадше отражает этот новый этап, где ликвидации проводятся не флотилиями и рейдами, а мобильными парами, действующими в другой стране, полагаясь на поддельные документы, удачу и собственные навыки. Для рассказа о Фаде Аль-Бадше нам придется сменить декорации. Здесь не будет пустыни Средиземноморской набережной.
мы отправляемся в Куала-Лумпур, азиатский мегаполис с высотками, кампусами университетов и конференциями по возобновляемой энергетике. В этой среде живет палестинский инженер, который утром вышел на молитву и домой уже не вернулся. Фади Мухаммад Аль-Бадж родился в 1983 году в Газе. Вырос в Джабалии, городе, часто фигурирующем в новостях, в информационных сводках об обстрелах и военных столкновениях. Детство, как у многих в этом районе, было сопряжено с риском. Близость боевых действий, инфраструктурные проблемы, нестабильность. С ранних лет у него появилась склонность к технике. Его интересовала работа электрооборудования, устойчивость сетей. Его занимали такие вопросы, как стабильность подачи электроэнергии в нестабильных условиях. Он получил образование в сфере электротехники, устроился работать в энергетический сектор Газы, в региональное управление. Там, где отключение электричества стали элементом повседневности, инженеры по энергосистемам становятся крайне важными специалистами. В какой-то момент он получает возможность учиться в Малайзии. Для многих палестинцев это шанс на другую жизнь, университеты, лаборатории, стипендии, электричество без перебоев. В 2011 году он поступает в университет Малая. В 2015 защищает диссертацию по электротехнике и к этому времени публикует порядка 18 научных статей. Его работы касаются качества электроэнергии, преобразователей, устойчивости систем электропитания. Отдельной линией в его исследованиях проходят темы, связанные с энергоснабжением и эффективностью работы беспилотных аппаратов, особенно продлением времени их полета за счет оптимизации систем питания. Ну, согласитесь, звоночек. Для непосвященного это звучит как узкоспециализированная академическая область, но в военной реальности именно энергосистема является одним из главных ограничений для беспилотных аппаратов, используемых негосударственными вооруженными группировками. Чем стабильнее питание и эффективнее управление нагрузкой, тем дольше аппарат может находиться в воздухе, тем дальше он способен лететь и тем больше данных передать, или тем дальше доставить смертельно опасный груз. В условиях сектора Газа подобные улучшения имеют не теоретическое, а прикладное значение. Даже незначительное увеличение автономности может превращать примитивный летательный аппарат в инструмент разведки или доставки полезной нагрузки. Именно поэтому исследования в области источников питания, преобразователей и устойчивости электросистем находятся в зоне повышенного внимания разведывательных структур. Помимо академической деятельности, Фади проводит молитвы, выступает как имам, участвует в работе благотворительных и исламских организаций, связанных с палестинской диаспорой. Он уже преподает в кампусе университета Куала-Лумпура, читает лекции по электротехнике, руководит студентами. В 2016 году получает награду от малайзийских властей за академические достижения. Для коллег и студентов он образцовый преподаватель и исследователь, спокойный, корректный, всегда готовый помочь. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что речь идет лишь об успешном ученом, случайно оказавшемся жертвой насилия, стоит забежать немного вперед. После его ликвидации военное крыло Хамас публикует официальное заявление, в котором признает Фади Аль-Баджа своим человеком и указывает, что он занимал позицию, связанную с разработкой ракетных и беспилотных программ. Это заявление важно не столько деталями, их в нем практически и нет, сколько самим фактом признания. Как правило, подобные роли, особенно технические, не афишируются публично. В данном случае организация сочла нужным подтвердить его принадлежность уже после смерти. Израильские источники утверждают, что он участвовал в проектах по повышению точности ракет и модернизации систем управления дронами. В некоторых публикациях упоминаются его возможные контакты, связанные с получением технологий и комплектующих через третьи страны. Таким образом, в его биографии существуют как минимум две параллельные реальности. Первая публичная. Ученый, преподаватель, имам, активный член общины. И то, что остается за кадром. Инженер, участвующий в военных проектах Хамас. Для одной стороны он пример успеха, выходца из Газы, получившего зарубежное образование. Для другой – специалист, который способен превратить теоретические разработки в практику, влияющую на безопасность, вернее, на ее отсутствие.
Малайзия – страна, которая традиционно демонстрирует солидарность с палестинцами. Там действуют организации поддержки, проводятся мероприятия в пользу палестинской общины. Для палестинских студентов и специалистов это относительно безопасная среда, удаленная от непосредственной зоны конфликта. Именно это делает такие места удобными для тех, кто хочет совмещать научную работу с деятельностью в интересах вооруженных движений. Но это же делает такие страны площадками, где возможны операции третьих сторон. Для внешней разведки Израиля подобная география означает необходимость работать в условиях чужой юрисдикции, скрытно и максимально компактно. Ну, впрочем, не первый раз. Итак, 21 апреля 2018 года. Раннее утро, район Гамбак в Куала-Лумпуре. Жилой массив с многоквартирными домами, парковками и мечетью поблизости. Фади выходит из дома около 6 утра по привычному маршруту на фаджр, предрассветную молитву. На улице еще относительно тихо. По данным малазийской полиции и публикациям в СМИ, двое мужчин на мотоцикле прибыли на место заранее. Камеры наблюдения фиксируют их движение. Они несколько раз проезжают по улице, останавливаются, меняют позиции. Уже потом становится понятно, они кого-то ждут. Во всех странах СМИ работают по-разному. Одни освещают события с учетом местных политических реалий, другие работают объективно, несмотря ни на что. Например, найти неангажированные каналы о жизни в Израиле непросто. Мы, как израильтяне, нередко ориентируемся в том числе и на информацию о нас извне. В этом смысле советуем обратить внимание на телеграм-канал наших друзей Атео Брейкинг. Но мы отвлеклись. Когда Фади выходит из подъезда, мотоцикл начинает движение в его направлении. Пассажир, сидящий сзади, держит при себе оружие. На участке дороги, где нет большого скопления людей и машин, мотоцикл приближается. Пассажир производит серию выстрелов. По оценкам, по нему было выпущено не менее 14 пуль. Часть попала в цель. Фади падает на асфальт. Мотоцикл покидает место происшествия до того, как очевидцы успевают отреагировать. Медицинские службы прибывают достаточно быстро, но констатируют смерть. Вообще-то для Малайзии подобная сцена не характерна. Это не страна, где обычной практикой являются расстрелы по утрам в жилых кварталах. Полиция объявляет розыск, публикует фотороботы двух подозреваемых. Мужчины спортивного телосложения. Описание внешности разнятся, то ли европейское, то ли ближневосточное. Отслеживаются их маршруты, проверяются камеры, анализируется история пересечения границы. Сообщается, что подозреваемые въехали в страну по поддельным документам, возможно, за несколько месяцев до событий, и покинули Малайзию вскоре после нападения, воспользовавшись маршрутом через третьи страны. Семья Фади и представители Хамас напрямую обвиняют в случившемся Моссад. Малайзийские официальные лица осторожно говорят о возможном участии иностранных спецслужб. Израиль, как и в большинстве подобных случаев, официально не подтверждает и не опровергает причастность. Представители руководства в комментариях намекают, что речь могла идти о внутренних разборках или о последствиях деятельности, связанной с вооруженной борьбой. Но при этом в израильской прессе и экспертной среде версия о работниках внешней разведки рассматривается как наиболее вероятная. Если вернуться к тому, с чего мы начали, к образу злодея, становится понятно, насколько он нас обманывает. Реальное зло почти никогда не выглядит так, как в кино. Оно не кричит, не размахивает руками, не стоит у карты мира. Чаще всего оно говорит тихо, читает лекции, чинит электронику, анализирует схемы, пишет статьи и рассуждает о будущем. И именно поэтому его так сложно распознать. Истории Яхья Аяша, Абу Джихада и Фади Аль-Батша – это не три одинаковых сюжета, а три стадии эволюции насилия. Аяш – человек, который превратил бытовые предметы и доступную химию в инструмент массовых убийств. Он работал руками – провода, запалы, взрывчатые вещества. Абу Джихад – стратег, который почти не прикасался к оружию, но принимал решения, определявшие, где и когда это оружие будет использовано. Он управлял страхом как системой. Фади Аль-Бадж – представитель следующего поколения. Инженер человеческих душ, человек, способный влиять на войну, оставаясь за пределами поля боя, в аудиториях университетов и лабораториях.
Ни один из них не выглядел как карикатурный злодей. У каждого была биография, семья, окружение, социальные роли, которые сами по себе не вызывали подозрений. Именно это и делает подобные фигуры особенно опасными. Граница между гражданской жизнью и участием в насилии стирается полностью. Для израильских спецслужб эти истории не про месть и не про эффектные операции. Это про выбор между плохим и очень плохим. Про попытку остановить цепочку убийств, понимая, что устранение одного человека не уничтожает идеологию и не заканчивает конфликт, но хотя бы притормаживает маховик террора. Важно и другое. Ликвидация, о которых мы говорили, это всегда крайняя мера. Они не возникают из пустоты. Им предшествуют годы наблюдений, анализа, внутренних дискуссий, сомнений и понимания последствий. Это не киношный выстрел под музыку, это решение, за которым стоят чужие жизни, уже потерянные и те, которые, возможно, удастся спасти. И здесь мы подходим к главному. Мир редко делится на черное и белое. Но в нем всегда есть ответственность и безответственность. Люди, превращающие знания, власть или организационный талант в инструмент системного насилия, делают выбор осознанный, многократный, подтвержденный действиями. И именно этот выбор, а не происхождение, образование или социальная роль, делает их целью. История израильской разведки – это не история всесильных героев, это история людей, которые ошибаются, учатся, адаптируются и живут с последствиями своих решений. Иногда эти решения выглядят жестокими, иногда необходимыми, почти никогда простыми. На нашем канале есть фильмы о непростых решениях. Посмотрите их, если еще не успели. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно, мы ждем ваших комментариев, которые многие наши подписчики оставляют буквально на сверхскоростях, доступных разве что МиГ-21, ну или 29. Будем следить друг за другом. Всего хорошего. Еще увидимся.